I'm gonna love you. И снова всем здравствуйте, с вами снова Бешеный Повар на одноименном канале Бешеный Повар. Тут, как говорится, добро пожаловать в театр абсурда. Сегодня у меня еще одно блюдо, и название я ему не придумал. Ну как придумал, ну давайте сделаем, потом я его назову, а в описании вы все равно название прочитаете, в заголовке будет оно. Поэтому я его сейчас сначала сделаю, а потом уже, нададим ему название. Поэтому сейчас я немножечко отключусь, подготовлю продукты и уже там и начнем. В общем, друзья, я тут немножечко подготовился. Для начала нам понадобится, такой средний казаночек. Можно большую глубокую сковородку, но у меня есть казан, я поставил казаночек. Значит, заливаем сюда масло. У меня тут оставалось где-то грамм, может 20-30. Думаю, нормально, нормуль вообще. Включаем газовую плиту. Большое пламя нам не надо. На маленьком огне это будет очень хорошо. В общем, масло разогрелось. Первым делом у нас заезжает перемешанный лучок полосочками и полукругом морковочка. Нормально так. Они крупненькие, не тертые, как знаете, приедается, когда уже терто или мелко резано. Вот я решил, чтобы это все было покрупней. Высыпаем. И ждем момента, когда у нас лучок приобретет золотистый такой цвет, а морковочка будет мягенькая. И тогда продолжим. Друзья, прошло примерно 5-7 минут. Обратите внимание, тут у нас все хорошо уже. Теперь высыпаем сюда капусту. Капуста у меня, значит, я ее уже нарезал, пожамкал, чтобы она мягче стала. И теперь выгружаем в казан. Превосходно. Чуть-чуть притрамбовываем. Наливаем примерно около 100 грамм воды. И накрываем крышкой, чтобы капуста у нас обмякла. В общем, покуда суть до дела, уже у нас здесь все подкипает. Кипит, говорю. Потихонечку замешиваем это дело. Думаю, имеет смысл сразу и посолить. Теперь берем бутылочку прекрасного грузинского ткемали. Красота! Также берем немножечко ароматного соуса по-грузински. Что-то в этот раз он густоват. И, разумеется, все это красиво перемешиваем. Если вдруг какой-нибудь там нерадивый скептик подумал про себя: ой, фу, это все, то не обольщайся, мерзавец, это еще далеко не все. Смотрим вниз. Тут у нас 700 грамм куриного фарша. Колем сюда одно яйцо. Добавляем примерно половину мелко резаной луковицы. Также добавляем специи. У меня это специи для курицы. А вы там какую хотите себе, такую и добавляйте. И, разумеется, немножечко соли, чисто символически. И все это надо теперь хорошенечко перемешать. В общем, фарш в тарелке мешать было неудобно. Я его переложил в большую миску, замешал. И давайте сюда чисто ради чистоты эксперимента сыра тертого накидаем. Поскольку я любитель всяких там приблуд в блюдах в обыкновенных, разумеется, я сюда добавлю еще сырка плавленого, янтаря. Сейчас я его расплавлю здесь, в этом бульончике. В общем, тут что мы делали, у нас тут все в порядке, уже можно смело выключать и переходить к следующему этапу. И мы опять берем нашу любимую форму для запекания керамическую, которую я придумал название Долли. И сейчас мы будем тут дальше ваять. Теперь содержимого нашего казана выливаем прям вот сюда вот. Теперь берем наш куриный фарш. И вот так вот просто его маленькими кусочками разбрасываем. Не надо делать там тефтельки, не выеживайтесь. Просто от термообработки сам примет нужную форму. Нужно, не нужно, не то что нужно. А такое, оригинальное. Каждый кусочек будет по-своему оригинальный, как галушка в супе прям.
Приблизительно вот так это все происходит нормально. Его как бы он не везде, но и в то же время везде. Отлично. Ну и теперь, собственно, добавляем то, ради чего вот это вот все было задумано. Мы добавляем вот такие вот гнездышки. За счет того, что у нас внизу жиденько, на пару наши гнездышки, они очень быстро приготовятся. Теперь в разогретую духовку мы убираем вот эту форму примерно минут на 25-30. Но я точно не уверен, но я буду поглядывать и вам уже скажу, чего, сколько, как. Ну, в общем, простояло у меня это все минут 25. Они снизу мягенькие, а сверху, видите, вот почернели. Но мне кажется, так даже симпатичнее. Сейчас берем сырочек и потихонечку это дело все украшаем. Вовнутрь каждого. Ну и чуть-чуть на свободное пространство. И минут на 7 я еще сейчас уберу это все в духовочку. Ну вот такие вот симпатичные наши получились гнездышки. Мягенькие, нормальные, сверху подгоревшие. Сырок провалился, в натуре как птичка в гнездо свела. Но на этом, друзья, еще не все. Раз уж это гнездышко, то в гнездышке должно быть и яичко. А яички у нас будут перепилены. В общем, потихонечку разбиваем. И выливаем яичко в центр гнездышка. Кого там черти принесли? Девочки, вы? Сейчас не шумим, у меня видеозапись. Вот, и теперь опять это убираем в духовочку, ну, примерно еще, минут, так скажем, на 5. Ну и в принципе, и вот и все, что у нас получилось. Гнездышки такие черноватые, прям клево, как хворост вышло. Тут у нас подложечка, все, дальше вы внизу видели, что, где, как. Я резать не буду, предоставлю это все там девочкам моим, они порежут сами, там удовольствие получат. Ну, а по сути блюдо получилось очень даже охрененно. Я даже вот доволен собой. Пробуйте, делайте, может что-то от себя сюда еще добавить, и вообще клево будет. Ну а на этом что, вот и все, собственно, что я хотел вам сегодня показать. Ну а по поводу слова, которое придумал Бараш из мультфильма «Смешарики», я его вам называл в прошлом видео и советовал его запомнить или записать. Давайте сделаем так. Под этим видео вы оставите комментарий только из этого слова. Ну, все, кто напишет этот комментарий, соберем число, пускай, в течение 2-3 недель, скажем, месяца, и проведем мой первый розыгрыш. Сумма будет розыгрыша небольшая, и возможности, ограничены немножечко. Я смогу перевести только на Киви или на счет мобильного телефона. И мы разыграем в рандомном режиме по комментариям, кого выберет. Ну а дальше инструкции получите, как получить эти, пускай и незначительные, но все-таки деньги. Ну а на этом все. Всем спасибо, всем пока.